счастья. Макароны с утра не буду, а вот это буду. Оп. До старта еще больше 2 часов, поэтому я себе позволю кофе. Думаю, что она у меня уже потом не будет беспокоить. А знаешь, вот так наберешь, а потом смотришь, что бы покушать. Да? Вчера видел, как мотоциклист ударился? Нет, я не видел, но я знаю вот этот случай, который у меня сезон. Это был первый Дакар мой 2013 года. Именно на этом участке я словил в песке на максимальной скорости такую небольшую воронку на 140. И с одной стороны мы полетели, а в другую врезались. И я просто вырвал шкорень. Мы не знали, что оно не билось. И мы шли, да, а он говорит, все, еще 500 метров до ямы. Я держу дальше. На полную? На полную, да. И словили такую вот похожую ступеньку, как у него. Ну, чуть меньше она, конечно, но грузовику хватило, он накренился в воздухе. А здесь подъем. И мы, блядь, носом, да? Носом как дали, и колеса разошлись, вырвали нижние шкворня. Не полностью, но сайд-шкворень, но игольчатая обойма вокруг. Вот эта обойма развалилась, и шкворни, получается, ну, стали нижние без подшипников. Это в втором этапе. Третий этап мы начинали, не выходя из кабин, мы что до утра ремонтировали машину, приехали на финиш. До закрытия створа-ворот оставалось 5 минут, нам просто дали другой роутбук, причем наша же техничка, чтобы в рассуде не было. Мы переехали эти 5 километров, которые нам завтра, и поехали дальше сразу в следующий день. Поэтому я как никто не знаю, что есть там воронки. Готовятся к старту все. Пойду навещу своих друзей. Привет, Володя, доброе утро. Доброе. Как дела? Ты саму... Да. А как ты спишь и храпишь, тоже показываешь своим болельщикам? Ну, это не только мои болельщики, ваши болельщики. 20 нет, правильно. Да, сегодня, конечно, по навигации придется ребятам поработать. Писки твое, что? Да, вот это и меня больше пугает, когда твое. Вчера не залез 2 раза в гору. Пески, они не прощают этого расслабона. Да. Надо быть собранным. Такому монстру Дюн, как ты. Ой, Володь, ладно. Вот именно, Артур, надо это. Так, ошибку-то когда допускаешь песка, когда считаешь, что возьму, а это да. проеду, а нет, надо. Ну, я старался методично, то есть заходишь, наверху переключился, пошел вниз, чтобы без прыжка. А вот перед этим раз и не включается, не воткнулась передача, пришлось скатываться, потом то же самое. Потом уже не стал переключаться, просто переехал я на 7-й и не ушел. Ну, привык к автомату ездить, забыл бегать. Да, слушай, да. Ну. Я когда был пилотом, я вот себе такую установку дал очень давно, что я буду, личная машина моя должна быть только механика. И мотор дизельный, потому что он другой. Да. Ну, чтобы у тебя уже здесь... И автоматизм должен быть в руке. Переключение, ну, в быту. Потому что привыкаешь к автомату. И потом на гонке, первый особенно день, 2, 3 или там на тестах. Да, вот это вчера со мной и случилось. Поэтому, я думаю, что я вместо... Когда я ушел из спорта, все, сразу мне друзья подарили автомат, а пока я был пилотом, механика, жесткая механика. Автомат принципиально не перестановка. 3 года назад организаторская была ошибка, и мотоциклисты... Уже более. Да? Больше Это уже 5. А что было? 4 лета наверное. 4 года назад это было. И 13-го года. Всех отправляли в канал, а там была яма просто, и никто туда выехать не мог на большой высоте. Что там было? Вот там случилось это, что элита-пилот Фария сам пошел в этот каньон, ошибку сделал в навигации и разбился. Пришел хеликоптер, забрал его, и организатор выслал наверх кого-то, чтобы показал. Он читал этот роутбук и тоже плохо понял. И сейчас пришла команда, каких-то я и каких-то 20 мотоциклистов разом с патроном на воде. И он нас там выслал до этого каньона. Выслал 20 человек в этот каньон. 20 райдеров пошли неверно, пошли в этот каньон, и все там остались. И ему сейчас на этом, в этом централе смотрели, что 20 мотоциклистов пошло в этот каньон. Звоня этому наверх, и сказали: дурак, что ты там?
Это второй каньон, не это этот. Но уже все. Один вышел с этого. Из 20 мотоциклистов только один смог выбраться, а остальные в этом каньоне, он очень глубокий был и такой непроходной. Он аварийный был. И очень глубоко туда мотоциклисты просто падали, как в большую яму. И многие не вылезли, и для этих это был сход Дакара. И даже рассчитывали, что мотоциклы придется там бросить, потому что в том месте их достать просто было невозможно. Ребята вышли, а мотоциклы нет. Но вот понимаем, что мотоциклы потом организаторы все-таки как-то эвакуировали и вернули райдерам. Но в тот год для многих гонка была закончена. Вась, ты понял? Дым шел снизу и мешал людям. А они приняли решение срочно сделать выхлопную трубу и вывести ее наверх, чтобы никому не мешало. Вот эта фирма, вот это подход. Молодец. Генератор дымил и мешал людям. Они вывели трубу теперь на крышу. Вот так вот. Я пришел проверить свой термос. У меня здесь такой термос стоит. Я чувствую, что-то не то. Вода должна быть холодная. Серж сказал, что он зарядил воду. И что я вижу? Что я вижу? Он хотел помочь, как сделать лучше. Сделал. Видел, что? Надо все самому проверять. Сейчас я себе сам заряжу воду. Сделаю все правильно. No, yeah, it was warm. I think in the evening I will put full thermos in the fridge. Yeah, it will be better. И вот такой вот регидрационные таблетки. Я их туда кидаю, чтобы восстанавливаться. Это не просто вода. Вода у нас есть в холодильнике, а это у меня раствор специальный. Вот такой у меня девайс. Я когда еду, достаю, пью этот раствор, а потом его обратно прячу. Еще у нас есть холодильник. В холодильнике напитки. Им, конечно, управляет Миша. У меня 5 минут до выезда. Побежал.
Мы-то на грузовиках едем после машин. Это там проехали баги, домини, суперпродакшн проехал, и грузовики по этим же следам за ним идут. По самым верхушкам, по самым, засадам, через эти гребни было где уделаться. Начался режим похудения. Так сейчас будет каждый день. Программа похудения, это называется Дакар 2018. Вот в повороте ощущение, что как будто, когда тяга кривая, вот такое впечатление бывает, как будто бы немного закусывает и упирается куда-то эта рулевая сошка. Но я смотрю, все на местах, все нормально. Мы не прыгали сильно. И не было такого, чтобы какие-то удары. Но почему-то это случилось. Неужели это главный блок начал Андрей? Нужно его проверить сегодня обязательно. Ну-ка, стоп. Перешли. Это что такое? This is shower for the nose, so you clear the sinus. Ага. You make some salt in this thing. Ага. You make water, and you make this, and it goes, and it cleans everything. Ah, You okay. make the other side. Короче, привез с собой прибор сопли чистить. Мне не надо. Давай, почисти. This needed for you. Clean that. Надо после этапа ботинки хорошо просушить. Как новые. От песка. Yeah, that's not good for you. Она с маслом, что ли? Yeah. Фу. Ну, заодно и вентиляцию сделал. Сидят наши байкеры, уроки делают. Давай, делайте. А я пока поработаю над собой. Мне еще 50 километров проехать надо. И потом жрать. У нас тут строго. Не поработал, не поел. Так ты сейчас пока сделаешь, уже жрать нечего будет. Le parallel wheel il se trouve au même PK 248. Идет общий брифинг, ежедневный брифинг для всех. А кто-то кушает. Брифинг проводят около столовой, потому что всегда можно... Куда люди идут? В столовую. А там и брифинг сразу же. 3000 человек накормить завтраком и ужином. А для сервисной группы еще и есть обед. Поэтому я сейчас понимаю, почему на 3000 участников, 3000 людей, которые работают в организации, дают пиво и вино. Арбуз, киви, еще какой-то экзотический фрукт. Пожалуйста, тебе пирожное, мясо. Говоря, я завтра никуда не доеду. Завтра такая же колбаса будет, давай. Два раза копну, я под машиной лягу и скажу, что я сдаюсь. Я попер вверх и вижу, что мне не хватает. Я не дотяну до верха. Начинаю уходить. Все, скольжу. И уже все, надо уже критически надо вниз валить. Там карман, и в кармане стоит машина. А я на него, все, если я остановлюсь, я кувырком пойду, потому что уже да. И я Хина сегодня вот так висела на пакете. как могу, я его раз, и я вот так прям на него. Прям иду, они с этой машины как воробьи сиганули. Взрослые дядьки старые. Хина так же. Они Хину раз пошли, они, а что же машина послабее, чем КамАЗ там. Но одна хина еще не пришла. Ну вот она, Вот они сидят. она вот так вот стоит, ее копать нельзя, она перевернется. Ждут Сугувару, старикашку, самый старый участник. Деду 75 лет, 35 Дакаров. И он едет на Хину. Еще Хина с правым рулем.
И вот остался, видимо, там. Жалко дело. Армия работает, да? Ну, это не ошибка, знаешь, это так бывает, что сделать. Стечение обстоятельств, да, многие фактов вроде посмотрели и запись, все, и ход был хороший, и все, в принципе, все нормально. Правильно делали. Ну, как-то не ожидали, что, конечно, так развернет машину прям на месте. Я сам не ожидал. Вот все уже переваливаем. Анализы. Это анализы сегодняшнего. Сейчас все разберет, почему так случилось. Завтра такого не случится. Step down, small step down, goes right again, yes. Big hole, a lot of difficulties, you can stay up here. Oh no, not possible, no, you need to go in. Go to the right, more maximum right. Watch out, he stopped. No problem, I think. Otherwise, try to reverse, try another gate. No reverse. Very slow. I think they have a problem. They cannot move. Yeah, okay. Try to catch him. We need to turn back. Okay, Serge. Okay, I just tell you. Here you can turn. Why so far? Serge, I see a place for me. There was a gate. Okay, no problem. You can go up here. Go up here. You go on the top. Go on the top. Yeah. And then to the right again. I smell a tire. Check the tires. Go to the right. Go to the right. Right. Don't go too close. They drove too flat. Oh shit. Watch for prepare to go up. Okay, I'll go here. Yeah, like you want. Choose Мы подозревали, что будут серьезные последствия, потому что очень сильно было, очень сильно. Давно я так не попадал. Но как раз вот стояли ребята вот из Астаны, из пресс-службы, и подсказали, что Леша Вишневский идет очень близко, там в минутах 8 где-то за нами. Леха едет!
большому счету мы на этой аварии потеряли, ну, где-то от 15 до 18 минут. То есть это очень быстро, учитывая то, что было просто, ну, очень на большой скорости и очень сильно. А точка, как оказалось, она была ни на каком пике. Мы подняли машину, я на 5-й передаче проехал, наверное, 30 метров с этого места. Она зацепилась, и мы поехали вниз. Я просто пустил нейтралку, и она в нейтралке проехала финишный створ. Давай, Серега, не рискуй, пожалуйста. А я тебе говорю, Артур, я не собирался рисковать. Да, не, понятно. Ты понимаешь, что я хотел сделать? Левый уклон надо тянуть наверх. Я думаю, ну как по левому? Грузовик пойдет вправо, все равно вниз. Да. А Паша говорит, точка будет в самом верху. И я вот, мы сейчас правильно, посмотрим. Петлю сделал, я чик чуть правее и раз. А почему организаторы не написали, что справа воронка? Я не понимаю. Ну да, дюны, да, бездорожье. Но если там конкретно ступеньки, ну вы же пишете ступеньки. Или хотя бы, это же был скоростной момент. После скоростного участка, ну, часто же пишут, там, спуск один знак, спуск два знака. Опасно справа. Да. Или там, да, воронка справа, там промойна справа. Почему не написать? Ну, так там же и разложился. Она не ровно, я знаю, ну так я же говорю, ну это ж неспроста. Там и след был, мотоциклисты накатали след. Там хороший след, там видно, что много туда прошло всего. Я не собирался там аккуратничать. И рисковать не собирался, мне некуда было. Я просто хотел забраться, ну, с большей надежностью, как можно выше и свернуть. А получилось, что, ну, и выше не надо было. Ну, неправильно. Там что-то, ну, чуть-чуть мне... Я недоволен тем, что было написано в роутбуке. Есть такой медиа-центр на каждом биваке, где можно подойти и любую информацию снять, посмотреть, кто где находится, как проехали каждый участок. Но я стараюсь не посещать до конца гонки эти места. Кто-то бегает, смотрит, где, на какой позиции, как я проехал, что проехал. Лучше не смотреть, конечно, а то ты думаешь, ой, я уже близко, я где-то там. Могу того догнать, немножко от другого остаться. Едь своим темпом и быстрее приедешь. Вот так вот в столовой можно встретить кого угодно. И познакомились мы 2 дня назад с настоящим болельщиком, с настоящим любителем автоспорта и с тем человеком, который на свой страх и риск просто едет в Перу, в Аргентину, в Боливию, как десантник закидывается, аккредитуясь у организаторов. Есть какие-то гостевые или какие-то такие пасы, можно их сделать. Не знаю, сколько они стоят. Расскажи сам, а то я за тебя. Ребят, добрый вечер. Меня зовут Руслан. Я из города Ичкаралы. Я на самом деле фанат команды КамАЗ-Мастер. Болею душой и сердцем. Не сплю ночами. Где-то лет с 8. Я каждый январь смотрел гонку Дакар. И уже когда непосредственно мог себе позволить купить билеты, у меня была цель посетить ралли Дакар непосредственно, посмотреть, как это все происходит изнутри. Ну, для начала я зарегистрировался на сайте АСО, это организаторы Дакара, получил бесплатную гостевую визу на 5 этапов. Ничего платить не надо за нее? Конечно нет, это все бесплатно. Нужно только проштудировать интернет, зайти на сайт АСО, аккредитоваться. Должен быть специальный бейджик журналиста, который вы можете взять в любой газете или журнале. Вы пообещаете им репортаж сделать о ралли, и они вам дадут бесплатную карточку журналиста. Чтобы изучить гонку изнутри, я стараюсь передвигаться с ребятами, чтобы почувствовать все сложности жизни, которые они переносят здесь. Витаюсь вместе с ними. Вот вы видите непосредственно бивак и вечерний ужин. Если вы имеете цель и болеете за любимую команду, как я болею за команду КамАЗ-Мастер, то вы достигнете своей цели.
Вася, ты видел, люди делают вещи? Следующий год бесплатно аккредитуем тебя. Наберем значков, шарфиков казахстанских и поедем то же самое. Там подарил, там разменял. Все, хватит на того, чтобы добраться. Лишь бы билет взяли. Возьмем билет. На верблюдах домой поищем. Кумыс не забыть. У меня просто Васян, мой друг, он все мечтает, только ничего не может. Ничего не хочет. Ничего не хочет, значит, но все на потом откладываешь.